Итак, здравствуйте. Сегодня мы будем менять нижние сайлентблоки на стойках стабилизатора. Я как-то снимал видео где-то 2 года назад. Мы меняли верхние сайлентблоки. Теперь вот через 2 года, ну чуть меньше, чем 2 года, машина проехала где-то 25 тысяч километров за это время и износились нижние сайлентблоки. На тех стойках стоят еще родные сайлентблоки, а мы будем ставить точку опоры. Я заказывал эти сайлентблоки на официальном сайте. Они стоят 165 гривен за штучку, 330 гривен вышли сами сайлентблоки и плюс доставка. Я заказывал наложенным платежом, вышло мне 62 гривня. То есть 30 гривен сама доставка их и 32 гривня возврат денег. В Харьков, по-моему, эти денежки поехали. Значит, сейчас мы посмотрим, как выглядят убитые нижние сайлентблоки на стойках стабилизатора. А потом мы их выпрессуем, снимем стабилизатор, стойки снимем, выпрессуем эти сайлентблоки и запрессуем вот эти новенькие. И посмотрим, кстати, состояние тех верхних сайлентблоков, которые мы меняли где-то 25 тысяч назад. Значит, сейчас мы пошатаем стабилизатор и будет видно вот здесь вот нижний его сайлентблок, как он разбит. Так, видно, что он уже не держит нормально. Сейчас мы будем снимать весь стабилизатор, чтобы было проще. Открутим вот здесь стойку стабилизатора, открутим втулки стабилизатора с двух сторон, все вытащим и заменим. Значит, сняли мы весь стабилизатор. Вот он, я покажу вам его крупным планом. И смотрим. Вот это с водительской стороны, чтобы было видно, сейчас так повернем. Здесь видно, как разбит сайлентблок стойки стабилизатора. А вот эти вот полиуретановые сайлентблоки мы меняли примерно 25 тысяч назад. Смотрите, никакого люфта. Так же само и с этой стороны никакого люфта. Можете видеть. То есть она очень плотно сидит на нем. И вот эта часть тоже. Этот сайлентблок тоже живой здесь, на этой стороне. Только с водительской стороны вышел из строя. То есть он даже там, он даже прокручивается в нем. Видно. То есть он даже может прокручиваться. Почему-то на вот этих 210-х Мерседесах с левой стороны в основном больше выходит из строя сайлентблоки. Я с правой стороны почти ничего еще и не менял. Только с левой менял. На нижнем рычаге 2 сайлентблока менял, шаровую менял. А с правой стороны все было целое. Ну, сейчас будем выпрессовывать его и запрессовывать туда полиуретановый. Так что, как видите, вот эти полиуретановые, которые 25 тысяч назад ставил, очень хорошие. Нет даже намека на износ. Так, смазываем их, чтобы легче выходило. И будем выпрессовывать. Значит, я еще забыл сказать, вот тут в нераспечатанном сайлентблоке видно, что с ним идет и специальная смазка для запрессовки, как для мивины. Значит, старые, вот то, что мы смазывали, мы отсюда вытираем. Вот мы вытащили металлическая часть старого сайлентблока. А вот это та резиновая часть, она вот таким образом сюда стояла. А вот так выглядит полиуретановый сайлентблок. Но тут такая ситуация, что с одной стороны толще бортик, чем с другой. Вот этой толстой частью мы его будем ставить в сторону втулки стабилизатора. Вот это. Зачищаем чуть-чуть наждачкой внутреннюю часть стойки стабилизатора, потому что вот эта резиночка износилась и она била по внутренней стойке стабилизатора. И в ней, а ну покажи. Вот такой вот, ну тут уже мы начали зачищать, такой внутри как бы бортик резиновый. Его надо счистить, чтобы он не повреждал вот этот новый сайлентблок. Металлическая часть полиуретанового сайлентблока плотно там не сидит, она не приклеена, то есть ей можно двигать туда-сюда, она доста свободно вынимается, но в то же время и сидит плотно. Смазываем специальной смазкой место усадки сайлентблока. С другой стороны тоже. Сейчас оно разойдется.
Перед тем, как вставить резиновую часть, вот эту полиуретановую, мы вытащили из нее металлический сердечник, так проще ее засунуть. Вот она села на место. И теперь засовываем металлический сердечник. Наверное, придется на пресс ставить или нет? Сейчас попробуем чем-то. Руками посильнее. Вот и все. Запрессовали руками. Процедуру мы сейчас повторим и со второй стойкой, хотя здесь сайлентблок вполне живой, даже нет намека на износ, но я заказал 2 новых полиуретановых, поэтому я думаю, что стоит его заменить и забыть. Тот сайлентблок, что живой, он так просто не вынимается, поэтому снизу мы подставим, мы его будем выбивать, снизу поставим головку на 24 под него, а сверху трубочкой такого же диаметра припрем его и будем выбивать. Вот таким образом. Отвертка вынимаем резиночку сюда. Смазываем так же самое посадочное место. Смазываем сам сайлентблок, то есть маской, которая была в комплекте. Вставляем его, он вставляется руками. И осталось сердечник поставить. Все зашло плотно, село. Вот в принципе и вся работа. Осталось только установить всю эту конструкцию назад на машину. Вот и все. Значит, вот на этом живом сайлентблоке, который мы сняли, он оригинальный стоял, и есть номер детали. Значит, его номер детали А210 323 18 85. Нужно будет посмотреть в интернете, может, можно такие сайлентблоки стоек стабилизатора заказывать отдельно оригинальные. Так, вставляем всю эту конструкцию со стабилизатором и стойками на ее место. Так, теперь нужно смазать болты стоек стабилизатора, чтобы они потом не закисли. Ориентировочно долго будут стоять. Да, думаю, 1030, а то и больше может. Хотя, может, верхние уже через 30 умрут. Наживляем болты. Осталось все закрутить. И, в принципе, работа готова. Все закручено. Втулки тоже. Все стоит на месте. Вся работа заняла 25 минут вместе со снятием и установкой и перепрессовкой нижних сайлентблоков. Спасибо за внимание. Кому была полезна эта информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Так, теперь проверяем. Ничего не двигается, все мертво сидит.